Для многих остается неочевидной польза погружения в прошлые жизни. И тут зависит только от вашего решения, возьмете вы этот метод в свою жизнь или нет. С другой стороны, если вы уже испробовали многие инструменты, и они вас не привели к желаемому результату, то регрессия в прошлые жизни может стать для вас настоящим спасением и эффективным средством и решением ваших насущных проблем в текущей жизни. И сегодня я поделюсь с вами, как понять, нужен ли вам сеанс регрессии, для кого есть противопоказания и кому можно ходить в регрессию, и опасен ли этот метод для жизни человека. Напомню, что этот метод я пропустила лично через себя. И знаю это на собственном опыте, а не по сарафанному радио. В прошлом своем видео я рассказывала, как с помощью регрессии, возвращения в свои прошлые жизни, можно поправить свой финансовый бюджет и решить буквально все вопросы в любой из сфере своей жизни. Карьера, здоровье, финансы, личные отношения. И этот список можно продолжать еще очень долго. Ссылку на это видео оставлю внизу в описании. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. А прямо сейчас поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. И обязательно поделитесь с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените, кому желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также узнают об этом методе и используют для решения своих целей. Нужен ли вам сеанс регрессии, знает только сам лично человек, исходя из своих проблем и желания менять свою жизнь в лучшую сторону. Спасательством других людей заниматься не стоит, потому что нельзя помочь человеку, у которого рушится жизнь, но он при этом сам ничего не хочет в ней менять. Ему и так комфортно, а на наш взгляд кажется, что ему очень плохо. А ему довольно-таки и ничего. Приведу такую ситуацию, когда у человека много проблем. Вдруг его ограбили, поломалась машина, уволили с работы, лишили премии, прогорел бизнес, бросила жена или муж гуляет, не ладится личная жизнь. Его обижают, унижают, оскорбляют, кругом люди подлые и так далее. Нормальный, среднестатистический человек обвинять будет всех, но только не себя. Скажу простую вещь. Контекст притягивает ситуацию и удерживает соответствующее содержание. Если вы обидчивый человек, вас постоянно будут обижать. Если вы агрессивны, вас постоянно будут бесить. Если вы завистливы, рядом будут такие люди, которые будут вызывать у вас эту зависть. Вам не нужно воспитывать других людей и сетовать на судьбу. Вам нужно просто изменить себя, убрать эту негативную эмоцию, измениться самому. Тогда у вас изменится и модель поведения, а соответственно ситуаций в жизни не будет. И окружение изменится. Люди вас будут окружать те, которые придут на вашу светлую энергию и эмоции. Не мир плохой, а мы такие. Я живу по такому принципу, и если меня раздражает или бесит человек, я пошла в регрессию, убрала эту злость и агрессию. И если на мне все ездят и злоупотребляют моим расположением, я сходила в регрессию и проработала момент четко выстраивать свои границы. И если у меня возникает страх публичных выступлений или же страх выхода на сцену, где большое количество людей, я просто иду в регрессию и прорабатываю этот момент. Я просто наслаждаюсь результатом своей жизни, а не обвиняю других. Кому противопоказана регрессия? Как и в любой другой форме терапии, регрессия подходит не всем. Основными противопоказаниями для проведения регрессии является наличие психических и соматических расстройств у человека, состояние опьянения, наркотического или алкогольного,
интеллектуальные расстройства, задержка психического развития, прием любых транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков и седативных препаратов, шизофрения и шизоаффективные расстройства, эпилептические судорожные припадки, сердечно-сосудистая недостаточность в стадии декомпенсации, бронхиальная астма в стадии декомпенсации, недостаточная мотивация. Также желательно перенести сеанс на другой день, если вы чувствуете недомогание, появились любые признаки вирусных и бактериальных заболеваний, особенно повышенная температура тела, диарея и рвота. Кому же можно ходить в регрессию? Всем людям, у которых нет вышеперечисленных противопоказаний, которые хотят менять свою жизнь в лучшую сторону легко и быстро. Мелкие цели можно проработать с помощью различных техник, заговоров, ритуалов, которые также могут задействовать ваше подсознание. Но единственный здесь минус, что с этими техниками вам придется работать немножко дольше. Соответственно, результат у вас будет не сразу, как от сеанса регрессии. Опасен ли метод регрессии для человека? Нет, нет и еще раз нет. В регрессии мы работаем на уровне альфа-состояния. Это когда снижается частота головного мозга в пределах от 7 до 14 Гц. Это состояние по-другому называют еще состояние полудремоты. Оно у нас может быть вызвано нашим естественным состоянием. Как правило, когда вы засыпаете, у вас снижается частота головного мозга, и это вот состояние полудремоты. Либо рано утром, когда вы проснулись, это тоже наблюдается состояние полудремоты. И вот когда у вас снижена частота головного мозга от 7 до 14 Гц, это состояние называют альфа-состоянием. И вот тогда можно работать с вашим подсознанием. Еще люди, которые медитируют, во время медитации они тоже погружаются на уровень альфа-состояния. Потому что можно использовать и задействовать наше подсознание. Поэтому всем известно, что уровень альфа-состояния это не опасно для жизни, а наоборот, людям очень полезно медитировать и погружаться на уровень альфа-состояния. От регрессии гораздо будет больше пользы, чем вы просто посидите и посмотрите фильм. Почему именно на уровень альфа-состояния? Потому что именно на уровне альфа-состояния мы можем работать с нашим подсознанием. И только оно нам выдает полученную информацию, которая записана из опыта нашей души. И более того, у каждого человека есть свой защитный механизм. Как правило, люди не доверяют этому методу, боятся, и, соответственно, у человека возникает, так сказать, сопротивление, потому что включается наше подсознание, и которое не дает никакому специалисту вас погрузить и провести сеанс регрессии. Поэтому, если вы не готовы или по каким-то причинам боитесь, бесполезно идти в регрессию, потому что вы не сможете туда просто зайти. И неважно, какой бы специалист с вами не работал, пусть даже какой-то супер-пупер, но все равно сеанс у вас может не состояться. В следующем видео я поделюсь с вами, как проходит сеанс регрессии, какие можно получить результаты уже после первой сессии. Подписывайтесь на канал. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Тем самым у меня будет возможность улучшать видео для вас. На связи была Елена Макаренко. Хороших вам результатов и реализации всех ваших задуманных мечт.